Всем привет, меня зовут Вера. В этом видео я хотела бы поговорить об Инстаграме. У меня много лет не было его, и я в этом видео расскажу почему и вообще, что я думаю о нем. Маленькая подсказка. Я думаю, что это очень плохо. Я записывала год назад видео про Инстаграм. На самом деле для моего маленького канала я не ожидала, что наберет там 600 просмотров. Да, это не так много, но в принципе я вообще удивлена, что это видео посмотрели. И даже 600 человек, и значит какой-то есть интерес. Наверное, все равно у большинства его нету, потому что мы живем в такое время, что сейчас все виртуально, и Инстаграм один из первых, который задает такую тенденцию в этой виртуальности как раз, в том, что есть вот эта картинка Инстаграма, и реальная жизнь как-то уже ушла на второй план, и все хотят подогнать свою жизнь под этот Инстаграм. Я ушла на какое-то время, сейчас небольшое отступление, я не буду, постараюсь не делать нарезки видео, я ушла на какое-то время в такую тихую гавань и искала какого-то инсайта и вдохновения, и вот потихонечку я возвращаюсь, не записывала около 2 месяцев видео, прошу прощения. Вот, и поэтому это первое мое видео, которое вот такое вот разговорное. И то видео, которое я делала год назад, оно с большим количеством нарезок. Я дико извиняюсь. Ну, я тогда не очень могла говорить, может, и сейчас, я не знаю. Но, в общем, я буду стараться делать видео таким информативным и без нарезок, потому что было много комментариев и там по поводу духов, что делаю я большие нарезки. Да, я согласна, но вот как могла, так и записывала. Вот, а все это, конечно, режет слух. Я все это прекрасно понимаю. Значит, что я думаю по поводу Инстаграма? У меня не было его просто куча-куча лет. Это не стыковывается с моей профессией. Я визажист, для тех, кто не знает. И, конечно, первым делом, когда я работала с моделями, работала я с большим количеством с девушками-моделями, и, конечно, спрашивали Инстаграм. Когда я говорила, что у меня нет, очень сильно удивлялись. Естественно, понятное дело, что все стараются и себя продвинуть, и показать работы, и, в общем, и все такое прочее. И я на самом деле не заводила Инстаграм по одной простой причине. Не потому что мне там показать нечего. Работаю я с публичными людьми, и работы очень много. У меня на данный момент есть все-таки этот Инстаграм, но я его никак не продвигаю, он просто есть. Там есть мои работы. Для тех, кому интересно, можете, кстати, зайти посмотреть. Вот, и не заводила я его по причине того, что моя философия в жизни, она не накладывается на Инстаграм. То есть у меня не было какой-то потребности, и когда я туда заходила, я постоянно видела вот эти выглаженные лица, как из фотошопа, выглаженное тело, кожа, и все вот это вот ненастоящее. Вот эти вот лакшери картинки, когда жизнь девушки кажется просто такой безоблачной, и когда просто девушка с курорта на курорт передвигается, и больше, кажется, она не занимается ничем. И ладно бы это как-то, оставалось как бы там с таким минимальным вниманием, но к этому повышенный спрос, если есть спрос, значит, есть и предложение. Поэтому мне все это как бы немножко так претило, и я вот с такой позиции была, что у меня нету Инстаграма. На самом деле меня как бы, когда я завела YouTube канал, тогда я и завела, скажем так, Инстаграм-канал. Но действительно, если подумать, то ты заходишь в Инстаграм, смотришь на чужую жизнь. Ну, если мы откинем то, что откинем тех людей, которые продвигают себя или свою работу в Инстаграме, да, мы просто вот я захожу в Инстаграм и вижу каждый раз вот эти вот
картинки какой-то потрясающей жизни, роскошной, какой-то даже нереальной. И мне сразу на ум приходит то, что, ну, это все какое-то ненастоящее. За этим нету какого-то вот счастья, за этим нету какой-то реальности. Я не говорю о том, что в Инстаграме нужно там показывать свою там реальную жизнь, но просто, фактически это жизнь на показ. То есть, люди показывают просто, всё самое лучшее, вот, выкладывают все самое лучшее, чтобы вот все восхитились и сказали: "Вау!" И и всё. Ну, здесь огромный минус, вот особенно для девушек. Так как я визажист, я много, естественно, в профессии, я больше 15 лет в профессии. Конечно, я очень много слушаю и вижу, как девушки реагируют. То есть это, происходит заниженная самооценка. То есть самооценка, она падает, потому что ты заходишь в "Инстаграм", ты видишь все вот этих, лакшери девушек, все это, естественно, отфотошопленное. То есть многие девушки, они не понимают, что в реальности есть какие-то морщинки на лице, какие-то мимические, да, мы улыбаемся. Даже если девушка очень молодая, у нее все равно будут какие-то, что-то там, ну, вот здесь вот, да, носогубные какие-то. Но в "Инстаграме" все это прям супер-пупер выглажено, и кажется, что это просто к этому нужно стремиться. Я против того, чтобы смотреть на чужую жизнь, и я против того, чтобы тратить кучу времени, много-много часов на то, чтобы сидеть в "Инстаграме". Я за то, чтобы заниматься своей жизнью, ведь эти люди, которые в "Инстаграме", они продвигают себя, они продвигают, то, что вы смотрите, и на этом зарабатывают деньги. А, Вы тратите свою жизнь, энергию на все это, еще и самооценка падает, да, потому что, у меня нет такой жизни, я живу обычной жизнью. Ну, как думают большинство, да, и большинство, в принципе, живут обычной жизнью. У них нет лакшери поездок, у них нету, каких-то там вот с курорта на курорт они переезжают, там, на заднем плане самые шикарные машины, самые шикарные курорты, отели и все такое прочее. То есть вот образ "Инстаграм" девушки — это девушка, которая не занимается ничем, такая безоблачная жизнь. То есть, чем они там зарабатывают, непонятно. Ну, точнее, как бы понятно, но создается впечатление, что вот эта жизнь, к которой нужно стремиться, ничего не делая, и вот просто, что вы вот такая вот волшебная существуете, и все. То есть за этим ничего не стоит. И я против. На самом деле у меня вот к видео, к "Инстаграму" написала, не помню, по-моему, Алина. Она написала, что я никогда не буду тратить свою жизнь на просмотр чужой жизни. Вот это мне очень понравился комментарий. И на самом деле я не призываю никого, и я вообще не истину в последней инстанции, чтобы кому-то что-то говорить. Я высказываю свое мнение, и оно таково, что на "Инстаграм" я лично не хочу тратить свое время. Особенно, знаете, когда у тебя очень много в избранном, там, когда ты подписываешься там на 100 каналов. Вы представляете, сколько информации вы в себя загружаете, в свой мозг, в свою голову, лишней абсолютно. То есть, я просто верю в то, что мы, помимо того, что состоим из энергии, мы еще формируем своими мыслями, да, свою жизнь, свое будущее. И если я постоянно буду какую-то получать эту лишнюю информацию, что же у меня будет в голове? Какая-то каша-малаша. Вот, чтобы
как-то форматировать, да, видео, форматировать свои мысли, мне нужно какое-то ограниченное количество их в голове, чтобы я сама была хозяйкой их. Не чтобы они как-то у меня там беспорядочно летали в голове, и я не понимала, о чем я думаю, как мой день проходит. Нет, все у меня лично должно быть по-другому. Я хочу, чтобы я сама думала и выбирала положительные мысли, а если я буду каждый раз вот бегать по Инстаграму, по тому 100, там 200, 1000, ну ладно, это люди, но когда ты подписываешься еще на какие-то информативные каналы, где тебе вот внедряют в твою голову какие-то вот мысли. Ой, ну то есть это вообще, конечно, я не понимаю, честно, таких людей, которые имеют вот столько вот таких вот подписок, да. Вот. Что касается вот этой самооценки, это реально падает самооценка у девушек, и я очень часто сталкиваюсь с тем, что девушки говорят о том, что я не такая, как в Инстаграме. Потом Инстаграм — это большая зависимость. Вы уже настолько привыкаете, ваш день начинается с Инстаграма, заканчивается Инстаграмом. То есть реальная жизнь, она проходит мимо вас. Вы сидите и следите за чужой жизнью. Зачем вам это нужно? Создавайте свою жизнь. Вы можете зайти в Инстаграм и посмотреть то, к чему там можно стремиться, да, у каждого своя мечта, у каждого свои планы на жизнь, каждый выбирает то, что ему хочется. Но, то есть вы можете посмотреть, да, вот я так хочу, все, закрыли и дальше занимайтесь своей жизнью, формируйте свое будущее. Но когда вы сидите в Инстаграме постоянно, ваша жизнь никак не меняется от этого. Меняется жизнь этих людей, которые продвигают свой Инстаграм, но ваша жизнь не меняется никак. Подумайте об этом, и не стоит просто потраченной жизни. Жизнь настолько коротка и так быстротечна. Лучше потратить ее, вот эту энергию, которая есть у вас, потратить на свою жизнь, на формирование своих событий, а не тех событий, которые вам могут продиктовать или просто показывать такую мнимую картинку красивую. Вот, ну и вот, да, вот эта зависимость — это огромный минус этого Инстаграма, как оковы, которые сковывают, и ты уже не представляешь свою жизнь, как, да, ты не зайдешь один день, там, это подвиг, если ты 2 дня не зашел. Ну, ребят, ну что это такое? Это очень плохо. Да, казалось бы, у меня есть канал YouTube, я фактически, наверное, не должна такое говорить, потому что вы же тоже, ну, кто-то же тоже заходит на мой канал, я же тоже, как, ну, так вот, выступаю таким человеком, на которого смотрит, ну, да, какое-то количество людей смотрит, небольшое. Вот, но такая позиция у меня, что не заниматься своей жизнью, жить своей жизнью, а не этим Инстаграмом. Тем более сейчас такое время, мне кажется, вот эта пандемия была, сейчас вот происходит то, что происходит, и оно должно развернуть людей в сторону реального общения, настоящего общения. А когда ты видишь в Инстаграме своих друзей, которые куда-то пошли, ты думаешь, ну, я, в принципе, уже и знаю, чем они там занимаются. Мы не виделись, наверное, полгода уже, да и можем уже и год не видеться еще. Но нет, я за живое общение. Просто вот это же потрясающе, когда вы видите человека, вы его чувствуете, вы дарите или получаете эмоции от него. Это же дорогого стоит. Одно из самых дорогих — это вот общение с человеком, который тебе приятен. Ну, какие-то там, может, знакомые не очень близкие, да, не обязательно там с ними встречаться. Но когда это уже доходит до того, что и близкие знакомые, ты просто вот думаешь, ну я все уже узнал про него, зачем мне его видеть? Ой, нет.
В общем, вот такое вот мое мнение, то, что Инстаграм — это просто вот, на самом деле, такая зависимость. И, подумайте о том, что действительно это, столько забирает энергии, и столько это, просто тратишь жизнь на это. Вот эти привычка, от которой просто нужно избавиться. Поэтому я против Инстаграма до сих пор. Я не заходила туда уже кучу времени и, не буду заходить, потому что, меня он не интересует абсолютно. Вот. Поэтому вот такое вот мое мнение. И, кто-то со мной согласен, кто-то не согласен. Вот. Так что, в общем, вот такие вот дела. Спасибо большое вам за просмотр. Пока. Увидимся в следующем видео. Я его запишу очень скоро. А если у вас есть какие-то идеи, кстати, то пишите в комментариях, на какие темы вам интересно поговорить, или вообще вот про какую-то косметику снять. Ну, вообще вот, может быть, у кого-то будет интересная идея. Я буду очень благодарна за то, что вы мне ее подкинете. Хорошего настроения. Пока.